гениально, все очень просто. И сегодня я хотел с вами поговорить на тему осуждения. Что такое осуждение? И как оно может влиять на нашу жизнь энергетически. Но давайте сначала рассмотрим понятие, попытаемся. Самое сложное понятие в мире, которое существует. Из чего все состоит? Но очень кратко и просто. Это Творец. Что такое Творец? Подумайте, каждый из вас. Задавали вы себе этот вопрос? Что это такое? Если вы ходите веруете, во что вы веруете? Понимаете ли вы, во что вы веруете, или вы не веруете, или вы думаете, он есть, нету, или вы существуете или нет. Если вы посмотрите на свое тело, вы поймете, что кто-то это тело создал. И оно как-то живо. Но если я обращусь к каждому из вас и спрошу, вы ли создали это тело? Вы ли даете ему жизнь? Когда приходите, когда уходите? Я уверен, что ответит каждый из вас, потому что ответ ясен и прост. Соответственно, Творец. Насколько человек может это понять? Творец – это, самым глубоким знанием, можно сказать, это энергия. Это океан энергии. Мы все находимся в этом океане. Сознание, физический, материальный мир. И все это является энергией. Но это также не окончательное мышление. Но для нас, людей, кто находится на Земле, этого достаточно. Этого понимания, что это энергия. Мы и то ее не видим. Мы можем увидеть энергию с помощью каких-то определенных приборов, которым ученые только подбираются или подобрались. Электричество, вот мы можем сказать, это энергия. Но это всего лишь один вид энергии из миллиарда других энергий, которых человек еще не изучил, он не понимает, что они существуют, и он даже к этому близко не подходил. Мы только понимаем там электрическое, там, всевозможные, не буду туда углубляться. И почему это связано с осуждением? Да, осуждение – это такой вид энергии, которым каждый из вас может пользоваться, а может не пользоваться. Так как, представим, Земля наша очень многогранная, и так или иначе в ней существуют свои законы. Хотим мы этого или не хотим, но они существуют. В философских учениях говорили, религиозно говорят, в некоторых говорят, в некоторых нет, карма. Это что такое карма? Кто ее придумал? Откуда она взялась? Это значит, простыми словами, что человек сделал неразумно по отношению к другому человеку, он потом за это несет так или иначе какое-то наказание или... наказание это как это? Это не плетка бьет. Его жизнь может ударить на улице. Он будет выходить, его дверь по голове, бух. Вот так вот наказывать может жизнь. Карма. Но это хорошо, что если в одной жизни человек может получить ответку сразу. Своим неразумным мыслям. Точнее, неразумное использование мыслей. Это как оружие человек взял, он не знает, и начинает палить по сторонам. Так и с мыслями. Все находится в своей последовательности и в своих законах. Осуждение. Когда человек осуждает в душе и на словах,
выходит определенный заряд энергии из человека. Так как Творец дает человеку энергию, и он может ее использовать, как посчитает нужным. Свобода выбора. Он может осуждать человека, он может убить человека, он может воскресить человека, он может помочь человеку. Это все зависит от того человека, кому дана энергия, и как он научился ей пользоваться. Но если даже он понимает, что существуют законы Вселенной, законы, они есть, хотим мы этого или не хотим, планеты ходят в определенной последовательности, галактики, все день, 24 часа, куда ходить далеко. У нас нет 25 часов, есть свои законы. Соответственно, человек, который хочет поумнеть, он должен понимать, что и на Земле есть законы между людьми. Те невидимые, которые человек не может объяснить. Это энергия. Если Творец, кто сотворил все, является справедливым, ну как называют справедливым, что посеешь, то пожнешь. Самый простой закон. Это нам передавалось из поколения в поколение. И он не такой тяжелый, насколько вы думаете. Но его очень тяжело применить в жизни. Когда мы каждый день контактируем с теми или иными людьми. Причем все люди разные. И только от вас всегда зависит, как вы сможете управлять своей внутренней энергией. Осуждение подразумевает собой непринятие того или иного человека. Таким, как он есть, как он сделал поступок, как он живет, как он действует, как он поступает. Но хочу сразу сказать всем вам, если у вас есть погоны со звездочками, соответственно власть, которая вам позволяет осудить того или иного человека, делайте. Если Творец вам дал погоны, духовные, божественные назовем, поиграем в такую красивую игру, смело осуждайте всех подряд, если они у вас есть. Задумайтесь об этом. Иногда просто люди не понимают законов, и потом за них платят. Также за них платят потом их дети. Также за них платят потом последователи, их будущие детей. Как говорят в народе, до 7-го колена. Никто не задумывается, что это за слова, откуда они берутся, почему там кто-то кого-то, как сказал, там тебя там до того-то колена или до лодыжки. Это что значит? Это посылается энергетическая вибрация в эту сторону того или иного человека. Но эту же вибрацию человек нарабатывает сам каждый день в течение дня. Почему? Потому что он живое существо, и ему дается энергия, оружие, которое он как считает нужным, так и направляет в разные стороны. Почему это касается осуждения? Осуждение – это неразумное использование вашей энергии, ту, которую дал вам Творец. Вы, осуждая другого, вы по-любому, каждый человек, он будет не ответственен, но мешок себе взваливает на плечи. Кого вы осудили, на него это никак не повлияет. А вот тот, кто осуждает, на него это очень повлияет. Потому что это очень неразумно использовать энергию в таком русле. Но выбор за каждым индивидуален. Я не говорю, чтобы этого не делать, прежде всего. Я не тот пастырь, что там наставляет. То делай, то не делай. Я говорю, делайте все, что хотите.
Но когда с вами будут происходить те или иные ситуации, вы должны всегда помнить и взвешивать свои мысли, свои поступки, свои желания. Осуждение что такое? У человека может ребенок умереть, у человека может близкий раньше времени уйти. Представим такую возможность. Скажи, а как соизмерить там какие-то осуждения, то-то, то-то? Вы заметите, сколько раз в день каждый из вас осуждает. Внимательно посмотрите. Даже видячи меня, сколько раз кто из вас смог меня осудить, так или иначе. Любое ваше осуждение на меня не влияет, но я указываю на ваш внутренний мир. Я говорю, какие процессы происходят в вашей душе. Это очень важно, чтобы вы разобрались каждый сам в себе. Во мне никто не сможет разобраться. Во мне только я учусь разбираться. Сам в себе. Но и также нет у меня цели, чтобы я разбирался в вас. Осуждение, как оно, что какие последствия влечет, болит нога, рука, там отравился кто-то, кто-то умер. Это уже факт. Когда такие происходят ситуации, человек, это факт, это все уже неоспоримо. Вердикт вынесен. Человек не исправляется, не хочет исправляться, следует энергетическое наказание. Жизнь сама подстраивает так ситуацию, что с человеком происходят те или иные явления. К этому надо относиться очень внимательно. И мы продолжим с вами этот разговор в следующей передаче. Я вам очень благодарен всем. Подписываемся на канал. Уважаю. Девушкам привет, мужикам мужская любовь. До новых встреч.